Дорогие мои дорогие садоводы, сегодня я поделюсь с вами одним своим секретом. Он очень простой, но, знаете, год за годом помогает собирать со смородины просто отменные урожаи. И никакой сложной химии нет. Всего-то пары ложек одного доступного средства, и кусты вам скажут спасибо. Думаю, многим знакома такая ситуация, правда? Весной смотришь на куст, ну просто заглядение. Пышный, зеленый, весь в цвету. А приходит время собирать ягоды, и одно расстройство. Кисточки какие-то полупустые, да и сами ягодки мелкие, кислые. И сразу в голове рой мыслей. Может, сорт не тот, или место ему не нравится, а может, погода виновата. А ведь на самом деле ответ чаще всего лежит прямо на поверхности. Он куда проще, чем мы себе придумываем. Дело не в каких-то там редких болезнях или ошибках при посадке. Чаще всего нашему кустику просто-напросто не хватило правильного питания в самый-самый важный момент, на старте сезона, когда он только-только проснулся. И говорить мы будем не о сильных, мощных удобрениях, которые, знаете, заставляют растения гнать зелень из последних сил. Совсем нет. Речь пойдет о помощи, такой деликатной, природной, которая работает в гармонии с самим растением, помогает ему, а не подгоняет. Так вот, этот самый секрет скрывается в очень простом продукте. Те самые 2 ложки под куст– это обыкновенный картофельный крахмал. И не пугайтесь, это никакой не стимулятор роста. Это скорее такая мягкая органическая поддержка, которая помогает и почве, и самому растению плавно и здорово войти в новый сезон. Понимаете, крахмал– это ведь не удобрение в нашем привычном смысле. Он не несет в себе огромных доз азота или калия. Его сила совершенно в другом. Когда он попадает в почву, он становится пищей для полезных микроорганизмов. А они, в свою очередь, оживляют землю, делают ее более рыхлой, воздушной и помогают высвободить те питательные вещества, что в почве уже есть, делая их доступными для корней. В общем, это такой полезный завтрак для почвы. Вот это, кстати, отлично показывает разницу в подходе. Химия — это часто как допинг. Она заставляет куст бурно расти, наращивать огромные листья, а крахмал работает на баланс. Он помогает растению равномерно распределить свои силы и на здоровую листву, и, что для нас с вами важнее всего, на завязывание крупных сладких ягод. Но, как и в любом хорошем деле, здесь очень важна точность. Чтобы этот простой метод сработал на все 100%, нужно выбрать правильное время и сделать все аккуратно, без спешки. Самый-самый лучший момент – это когда смородина только-только просыпается после зимы. Как только вы видите, что почки лопнули и показались первые крошечные буквально с ноготок листочки, вот он сигнал. Это значит, что корни начали работать и готовы принимать питание. Если сделать это позже, когда куст уже цветет, толку будет мало. Все силы растения уже будут направлены в другое русло. Сам процесс, до смешного прост. Для начала приберитесь под кустом, уберите прошлогоднюю листву. Затем по краю кроны, там, где у смородины самые активные всасывающие корешки, рассыпьте 2 столовые ложки крахмала. Это важно, не под самый ствол, а именно по периметру. И после этого легонько-легонько заделайте его граблями в землю, просто чтобы ветром не сдуло. Если земля суховата, немного полейте. А теперь давайте поговорим о том, что особенно интересно. Как можно, зная даже такой хороший метод, все испортить? Давайте разберем самые частые ошибки, чтобы нам с вами их не повторять. Самая первая и главная ошибка – это наша с вами щедрость. Нам кажется, раз средство хорошее, то насыплю-ка я побольше, скажем, ложек 5 или 6. Не делайте так, пожалуйста. С природными подкормками это правило не работает. Перекормленный куст даст вам шикарные темно-зеленые листья-лопухи, а вот ягод почти не завяжет. Наша цель – это баланс. И еще помните, что крахмал – это не волшебная палочка. Он не сможет помочь, если земля под кустом сухая, как порох, или, наоборот, там стоит болото. Или если куст так зарос старыми ветками, что внутрь совсем не попадает солнце. Все должно работать вместе, в комплексе. Нужно очень четко понимать, наша подкормка – это не какое-то чудо-средство. Это всего лишь один, хоть и важный элемент правильного ухода за смородиной. И работает он только вместе со всей остальной нашей заботой. Вот посмотрите, из чего на самом деле складывается успех. Наша мягкая подкормка занимает свое скромное, но важное место. Но без хорошего полива, без солнца и воздуха, который дает правильная обрезка, даже самое лучшее питание просто-напросто не усвоится. И в конечном счете все это сводится к одной простой и очень мудрой философии. Нашим растениям, как и нам с вами, не нужна суета. Им нужны спокойная, размеренная и последовательная забота.
Так что же нам нужно заполнить? Всего 4 пункта, 4 столпа нашего успеха. Чистая земля под кустом, постоянная, но умеренная влажность, разумность в подкормках и своевременная поддержка ранней весной. Вот, собственно, и все. Запомните эту простую мысль. Настоящее волшебство в саду творят не чудо-порошки, а наше с вами внимание и труд. Смородина любит не чудеса, а порядок. Обеспечьте ей этот порядок, и она непременно отблагодарит вас по-царски. Щедрого вам урожая!